Уважаемые друзья и посетители моего канала, сердечно приветствую вас. Сегодня я хочу вас пригласить в свой финальный обзор на 3 произведения Димаша, которые он исполнил на новой волне в 2021 году в городе Сочи. Все эти 3 произведения, на мой взгляд, объединены в одну прекрасную картину, которая является триптихом. Потому что все эти 3 художественные части и музыкальные связаны между собой единой канвой, единым развитием и единым замыслом. Поэтому садитесь поудобнее, подписывайтесь, ставьте ваши лайки, это необходимо для алгоритмов YouTube. И станьте спонсорами этого канала, если вы считаете, что этот канал достоин развития. Сегодня целью нашего с вами музыкального путешествия в мир этого триптиха будет не просто рассмотрение его. Нашей основной целью будет увидеть автора этого триптиха. Кто стоит за всем этим и кто, на мой взгляд, на мой субъективный взгляд, представил нам эту удивительную картину и эту удивительную музыку для рассмотрения. Прежде, конечно же, я рекомендую вам обязательно посмотреть первоисточники, где Димаш это исполнил в оригинале. Ссылки будут внизу. Также сегодня я буду только касаться основных тем триптиха, основных зарисовок, потому что я делал на них очень подробные обзоры. Ссылки также будут в описании, и они также будут всплывать вверху, как подсказки. Поэтому я вам также рекомендую с ними ознакомиться до того, как мы с вами приступим к нашему финальному путешествию, в которое я вас приглашаю, чтобы мы вместе постарались увидеть автора. Ну что ж, мы начинаем. Первое произведение, которое называется Stranger, которое Димаш представил на новой волне, было переведено как «Чужестранец». И я ожидал ему иное название, как «Странник». Давайте с вами остановимся только на самых значимых частях, на самых значимых фрагментах этого выступления. Димаш начинает петь на сцене, начинает петь достаточно тихо, проникновенно. И самое главное, что будет происходить, это не только музыка, не только то, как будет исполнять это все Димаш, но и то, что происходит на сцене. Вообще, все, что происходит на сцене, является фрагментами этого пазла, который мы с вами будем составлять вместе, чтобы составить единую картину. Итак, Димаш одет в черный верх, под ним находится белая рубашка. На сцене у нас с вами присутствует 9 мужчин и 9 женщин с зажженными свечами. Позади крутится сфера, которая иногда имеет то отпечаток пальца, то крутящиеся сферы. Как я уже давал свой авторский обзор на это выступление, свое видение, на мой взгляд, то, что мы с вами видим во всем этом произведении, укладывается в великую мистерию рождения или инкарнации. Также я давал определение на латыни, которое называется et incarnatus est. Это не просто воплощение, это вхождение в этот мир, в мир, наполненный болью, мир, наполненный противоречиями. И если мы с вами возьмем музыкальную часть, то Димаш использовал несколько своих вокальных приемов. Это был и штрабас внизу, или на английском фрай, где он взял до большой октавы, и закончил он на фа диез очень опертым микстом, а до этого он поднимался
до ноты фа третьей октавы. Таким образом, музыкальный диапазон вокальный Димаша составил 4,5 октавы. Но что интересно? Интересно то, в какие моменты Димаш какие вокальные приемы использовал. Он использовал штрабас, или на английском фрай, в тот момент, когда он поет о том, что он вспоминает о том, что он уже был на этой земле, он уже взбирался по этим холмам, и для него все это знакомо. Те образы, которые представлены на сцене, дают нам представление о воплощении, где крутящаяся сфера может означать и как материнское лоно, и тогда 9 мужчин и 9 женщин будут означать мужское и женское начало, кратное 9 месяцам от зачатия до рождения ребенка. Более того, Димаш использовал приемы вокальные, которые немножко повторяли технику йодель, и также они повторяли технику азана. И иногда вы даже могли услышать как будто плач ребенка. А последняя нота фа диез второй октавы, которую он взял прекрасным, опертым, белтинговым, мощным звуком, эта нота длилась 20 секунд. Невероятно по напряжению и сложности, могла вообще означать крик рождения ребенка. Это удивительная картина, имеющая под собой цифру 9, которую можно интерпретировать, например, как именно количество месяцев от зачатия до рождения ребенка. Но если мы возьмем те образы, которые представляют мужчины и женщины, когда они вышли на сцену, то эти образы соответствуют кельтской культуре, древнейшей культуре, что дало в свое время мне намек на то, что имеет отношение к великим мистериям. Мистерии рождения, мистерии жизни и мистерии смерти. Это великие мистерии древней дохристианской культуры. Так вот, если мы возьмем кельтскую культуру, то цифра 9 будет означать полноту. Полноту воплощения, полноту прихода, и мужское и женское начало подчеркивает то, что душа приходит в этот мир, она имеет либо один пол, либо другой. Если мы воспринимаем это как первую часть картины, я, конечно, коснулся только очень-очень поверхностно, потому что основные свои обзоры я уже делал. Хочу лишь только обратить ваше внимание на тональное изменение, которое произошло в развитии музыки. Димаш начал в фа миноре, а закончил в фа диез миноре. Это неродственные тональности. И всегда переходы в неродственные тональности, вот такие вот на полтона, которые являются качественным повышением звука, означают изменение качественное. В данном случае душа, которая пришла в этот мир, она воплотилась и начала свой путь. Дальше она его продолжает в композиции Fly Away. Но прежде чем мы перейдем к композиции Fly Away, для составления нашего пазла нам нужно будет знать еще несколько важных подробностей. Итак, композитором Stranger явился Игорь Яковлевич Крутой, а аранжировщиками явился Димитрис Кантопулос из Греции и Ерлан Бекчурин из Казахстана. Ну и, соответственно, Димаш тоже из Казахстана. Я не случайно сейчас подчеркиваю важность того, кто участвовал в этих постановках. И, конечно же, режиссером-постановщиком был Александр Давидович Ревзин. Это тоже все, что я сейчас говорю, части пазла, которые мы с вами потихонечку сейчас складываем, да? И вот сейчас мы переходим в следующую часть. Следующая часть называется Fly Away. Улетаю. Эта композиция была написана на слова
Джордан Аракелян, и композитором явился Едилжан Габасов. И Димаш в данном случае участвовал в создании, он обсуждал тему и помогал госпоже Аракелян воплотить его идеи в слове, да, то есть в поэзии, тот замысел, который он хотел. И то, что мы сейчас с вами видим на сцене, да, кстати, Джордан Аракелян и композитор Едилжан Габасов, они живут в Казахстане. И я думаю, что легко догадаться по фамилии, госпожа Аракелян имеет армянское происхождение. Я не случайно вам показываю то, что люди из абсолютно разных стран. А, кстати, в первой части, в «Чужестранце», автором слов явилась Шерон Бон. Она имеет европейские корни, и она проживает в Соединенных Штатах Америки. Это важные подробности. Так вот, в композиции Fly Away мы с вами увидели уже развитие этого триптиха, его центральную часть, которая является мистерией жизни. И как всегда, очень важно не даже только то, что делает один Димаш, а то, что делает Димаш во всей композиции всего произведения, постановки, свете. Если в первой части мы с вами видели в «Чужестранце» Stranger, мы с вами видели сферу, которая на сцене позади всех, то сейчас, если вы внимательно присмотритесь, вы тоже увидите сферу, но все, что вы увидите на сцене, будет биполярным, то есть двойственным, дихотомичным, антагоничным, противостоящим один другому, кроме Димаша, который будет одет в белую одежду, а прекрасный балет Аллы Духовой «Тодос» будет одет в черно-белую одежду, и у нас с вами будет присутствовать только два цвета основных на сцене. Это условный бирюзовый и красный или малиновый. Все, что мы с вами видим, помогает нам помочь понять, что происходит некое противостояние. Так в чем же оно? И здесь нам на помощь приходят слова, которые поет Димаш. Он нам показывает о том, что он хочет улететь, он хочет избавиться, он хочет не лгать, он хочет улететь туда, где он будет не подконтролен, а исполнители, танцоры балета «Тодос» в этот момент изображают что-то очень странное. Вначале они вползают не совсем по-человечески на сцену, дальше они двигаются хаотически, двигаются как роботы. У меня создалось впечатление, что они двигаются как бездушные машины, бездушные роботы. Многие из тех, кто любит творчество Димаша и следят за его выступлениями, балет «Тодос» в этот момент назвали, в момент их исполнения, что они как зомби. Да, это просто бездушные машины, имеющие форму людей. Но они дихотомичны, в них присутствует светлое и темное, как и в жизни любого человека. Они символизируют самых обычных людей. Но то, что поет Димаш, дает нам ключ к продвижению его души в этой жизни. Он поет о том, что он видит превосходных людей, о том, что он видит, что превосходная матрица загружена. Он видит матрицу этого мира, матрицу этих отношений. И он хочет улететь из этой матрицы, из этой системы, чьи законы ему давно понятны, но он не хочет с ними сотрудничать. Поэтому вы увидите, как солисты балета «Тодос» двигаются не только как зомби, не только как бездушные машины, футляры, а не люди. Они двигаются на протяжении песни не совсем с Димашем, а дальше они входят в полное противоречие.
они двигаются в разные стороны. И в конце, когда мы видим, что они падают, они вытягивают вверх руки, и их просто отключают от матрицы. Если вы обратили внимание, то в конце произведения Fly Away, именно в музыкальной его части, остается некое недоумение, такое ощущение, что само по себе произведение Fly Away является незаконченным. Это не просто так, потому что если бездушных роботов отключают от системы, и они просто падают замертво, то душа очищенная, душа, прошедшая испытание этого мира, преодолевшего дихотомичное противоставление добра и зла, очищенная, она не умирает. Потому что дальше третья часть будет связана уже с миром христианских архетипов. И мне будет легче объяснять третью часть, именно исходя из архетипов христианства. Поэтому не смерть пережил протагонист Димаша, а успение. Мы с вами переходим в великие таинства христианской церкви. Автором «Аве Мария» явился Игорь Яковлевич Крутой. Слова, если так можно сказать, слова, были произнесены, если мы доверяем, опять же, Евангелиям, как историческим и реальным произведениям. Слова в те давние времена произнес вообще не человек, а архангел Гавриил. Позвольте, я вам просто немножко скажу на латыни, что он произнес, потом на славянском, на русском, даже попробую вам сказать на арамейском, возможном первоисточнике этих слов. Слова, которые он произнес, это слова католической молитвы, которые записал когда-то евангелист Лука, который уже давно не жив. Они начинаются так. Аве Мария, грация, плена, доминус, текум. Радуйся, Мария, благодати исполненная, Господь с тобою. Так молилась западная часть Великой Римской империи, когда она еще существовала. В Восточной Римской империи эта же молитва известна как «Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою». Но впишите, это сирийские первоисточники V века, где были записаны также Библия и евангельские события, текст немножко меняется. И я считаю, что он более соответствует первоисточнику. Слова такие. Шломлех Мэрием, Млайт Тайбуса, Маран Амех. Шломлех Марием, мир тебе, Мария, Млайт Тайбуса, благодати исполненная, Маран Амех, Господь с тобою. Произнесены они были очень молодой Марией, которая тоже сейчас не среди нас, обычных людей. Это все очень-очень важные подробности, и я не случайно обращаю ваше внимание на тех персонажей, которые участвовали в этом произведении. Тем более, что если мы возьмем музыкальную часть, я все же настаиваю, что прототипом был музыкальным не Шуберт этого произведения, а великий русский и советский композитор Владимир Вавилов. Он тоже, к сожалению, не среди пока живых, не среди нас. И то, что мы с вами видели на сцене, мы увидели развалины храма, да, античного. Но здесь не важно, какого храма, важно, что храма. Димаш вместо слов поет вокализ. Это не случайно. Знаете почему? Это помогает
сделать из адресного обращения архангела Гавриила к Марии, как просто ангельское обращение ко всем душам, вне зависимости от языка, поскольку Димаш поет без слов. Это помогает душе любого слушающего, вне зависимости от его религиозной или нерелигиозной принадлежности, от его мировоззрения, воспринять эту музыку душой, воспринять эту музыку полноценно, всем сердцем. Это прекрасная задумка, которая помогает подняться на следующий уровень восприятия, минуя человеческий язык. Это уже язык ангельский. Так вот, на сцене мы с вами видим не просто храм. Мы с вами видим Димаша, который одет в черно-белое. Я думаю, что черно-белый цвет скорее здесь для того, чтобы подчеркнуть возможность ассоциации и видения зрителя издалека, когда он раздвигает руки, которые белые, как будто это движение ангельских крыл. И это, если это было задумано, то это замечательно получилось. Хор в этот момент, это сочинский молодежный хор Сочи, поет свои партии тоже бессловесно, поет вокализм, вторя Димашу. И там мы с вами слышали ламентозо, о которых я говорил в своем выпуске. Да? Это передача страдания, передача боли. А то, что слова исторического архангела означают «мир тебе, Мария», и которые были переведены в данном случае на языки латинский и греческий изначально, да, несколько по-иному, подчеркивают то, что здесь происходит культурный сдвиг, культурная разница восприятий. И для меня вот этот вариант исполнения Димаша кажется очень правильным, очень хорошим и бессловесным. И в конце, когда Димаш поет, да, и в первом части триптиха «Чужестранцы», и в последнем самая высокая нота у Димаша будет фа третьей октавы. Здесь можно поаплодировать мастерству Игоря Яковлевича Крутого, который прекрасно изучил все возможности Димаша и учел его вокальный диапазон и помог ему раскрыть этот вокальный диапазон в первой и в третьей части максимально. Вторая часть достаточно как бы проходная, там нету великих вокальных сложностей, но с исполнительской точки зрения она очень интересна. И в конце Димаш использует на ноте до третьей октавы филировку звука, которая называется на итальянском «месса ди voce». Исполняет ее прекрасно на ноте до третьей октавы. Многие сопрано мечтают о ноте до, чтобы она была красивой и хорошей, но сделать на ней филировку звука – это как высший пилотаж. Это высокое очень искусство, которое Димаш делает. И Димаш постарался передать это послание в Аве Мария, максимально снижая вибрато звука, для того, чтобы шел вот этот вот поток чистоты, бесстрастности. Ну что ж, вот мы с вами и вспомнили все три части. Те, кто хотят их посмотреть, дорогие друзья, ссылки будут в описании. И вот сейчас, дорогие друзья, давайте мы с вами, если вы также разделяете мнение, что перед нами триптих, что перед нами прошла целая жизнь, которая была нам показана на примере Димаша, на примере его исполнения при помощи и хора, и балета, и прекрасных оркестровок, и замечательных наших поэтесс, и замечательных композиторов. Давайте постараемся, если это действительно триптих, увидеть мастера, увидеть того, кто является автором этого триптиха. И именно увидеть его является основной целью сегодняшнего обзора. Наверное, у вас уже есть какие-то догадки и предположения,
Давайте тогда мы с вами просто пойдем двумя методами. Катафатическим, положительным, в котором мы с вами подведем итог, кем автор «да» является. А далее пойдем апофатическим. Мы будем отрицать и говорить, кем он точно не является. И когда мы с вами соединим два подхода противоположных, которые присутствовали на сцене, которые присутствовали в замысле этого триптиха, я думаю, что мы с вами сможем увидеть автора. Или, по крайней мере, предположить с большой долей вероятности. Итак, автор этого триптиха может соединять людей разного пола, он может соединять людей разной национальности, разных стран. Сами эти произведения могли быть написаны в разное время. Он также может соединять тех, кто присутствует сейчас с нами, с теми, кто ушел, если мы берем людей, и даже, возможно, не людей. Если мы берем архангела Гавриила, который тоже участвует таинственным образом в создании этого триптиха. Обратите внимание, Игорь Яковлевич Крутой имеет еврейское происхождение, Димаш, казах. Замечательная Джордан Аракелян, я могу с большой долей вероятности предположить, имеет армянские корни. Шерон Вон имеет европейские корни, прозывает США. Для автора этого триптиха нету разницы, где проживают люди, в какое время и в какую эпоху. Он их соединяет чудесным образом. Он владеет мастерством передачи информации на уровне архетипа или архетипов. Также он знаком с разными культурами. И он способен двигать такими массами информации и музыки и пространства. Кто же он? Хорошо. Давайте теперь попробуем посмотреть немножко с другой стороны, кем автор не является. Может ли автором являться режиссер-постановщик сцены Александр Ревзин? Нет. Потому что он не является автором музыки и слов. Может ли кто-то из композиторов являться автором триптиха? Нет. Потому что, например, Игорь Яковлевич Крутой не является автором, по крайней мере, второй части «Fly Away». Соответственно, у нас точно так же отпадают хор, отпадает балет, отпадают поэтессы, поскольку они разные. У нас, пожалуй, остается только Димаш. Да, Димаш активнейшим образом участвовал во всех трех частях. Он попросил у Игоря Яковлевича, чтобы был введен кабыс, и кабыс был введен по его просьбе настоятельной. И Олжас Курманбек прекрасно исполнил первой части. Во второй части Димаш вдохновлял, я так, наверное, могу с большой долей вероятности предположить именно поэтическую часть. В третьей части «Аве Мария» Димаш непосредственно заказал это произведение у Игоря Яковлевича Крутого, чтобы он написал для него. Так может быть, Димаш является автором этого триптиха? Нет. Димаш, несмотря на его активнейшее участие, не является автором этого триптиха, потому что он не писал музыку ко всем частям. Он не является автором слов. Но
Он является катализатором этого процесса творения этого триптиха, потому что он является ключевой фигурой. Так если не Димаш, и если никто из нам знакомых не является автором этого триптиха, никто из людей, кого мы перечислили, какой же вывод мы с вами можем сделать? Он парадоксален. Он остался только один. Автором этого триптиха является Творец. Тот, кого мы называем Творцом. Можете назвать природа, можете назвать великий композитор, великий архитектор Вселенной. Имен огромное количество дано человечеством тому, кто нас создал. И только Он способен объединять живых и мертвых, людей и не людей, творить удивительные произведения. Во всем видна Создателя рука, когда-то написал поэт Константин Бальмонт. Это так. Когда я это понял, я почувствовал внутренний шок от радости, потому что я узнал для меня знакомую руку, которую мы с вами можем увидеть повсюду. В красоте неба, в красоте моря, в щебетании птиц, в пении Димаша. Увидеть в красоте движения ветра. Вот кто автор этого триптиха. Я понимаю, что вы можете не согласиться, и я приветствую это. Напишите в ваших комментариях, что вы думаете по этому поводу. Расскажите вашу историю, ваше восприятие. Вы не обязаны со мной соглашаться. Я лишь предложил вам свое авторское видение, авторское восприятие и не более. Я его вам не навязываю. Но оно имеет право на существование. Ну что ж, дорогие друзья, цель нашего путешествия достигнута. Я могу только пожелать вам в конце всего самого хорошего. Поставьте лайки, подпишитесь, станьте спонсором этого канала, если вы считаете, что этот канал достоин развития. И мы с вами продолжим наше путешествие. Я прощаюсь с вами очень ненадолго. Желаю вам крепчайшего здоровья, счастья вам и вашим близким. С вами был автор канала. До новых встреч!